Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Капитан Крым. И у нас второй обзор Крым за неделю. Поехали! Но сначала я хочу вместе с вами покормить лебедей. Мы с вами в Евпатории на Лебедином озере. Сегодня погодка тоже шикарная. Смотрите, здесь лебеди вон на рейде стоят. Зато много уточек. Я привез вот такую капусту. В прошлый раз они ее прекрасно ели. Попробуем в этот раз их тоже приманить. Смотрите. Оп. Так, наверное, тут все уже избалованы хамоном. Но потихоньку, смотрю, лебеди обращают внимание. Сейчас давайте их приманим. Вот, смотрите, я свежей молодой капусты взял. Должно оно им очень нравиться. Как думаете, приманим мы сегодня с вами лебедей или нет? Ну вот я вижу, они все ближе и ближе подплывают. Смотрят, смотрите. Там уток много. Их хлебом кормят. Давайте подойдем вот с той стороны, где люди, и попробуем там подкидать немножко. О, утки. Не утки, как они называются? Мелкие вот эти вот птички. А вот молодой приплыл, видите? О, все. Почти. Может, он квашеную любит? Нет, вот их хлебом, видите, их избаловали. Вообще им хлеб, насколько я знаю, не очень полезный. Сейчас. Оп. Так. Смотрите, какая погодка. У нас сейчас середина дня, 2 часа дня. Вот видите, там рыбки плавают, пакетом их ловят. Ну давай, попробуй, тебе понравится. Не хочет он капусту, странный. Молодой еще, неопытный. Я сейчас прикольно делала. Нет, что? О, все, понеслась. Распробовали капусту. Сейчас ее всю, наверное, подъедят. Как это утки не едят такую штуку? Такого не может быть. Видите, все, вон начали. Значит, не зря мы принесли. Ну, хоть кого-то накормим. Лебеди, наверное, колбасы наелись. Вон один, видите, спит. Итак, друзья, мы переместились с вами на Тархан-Кут. Посмотрите, конец октября. Я опять налегке, вот в тельняшке. Здесь есть замечательное место. Ну, во-первых, посмотрите на эти просторы, на шикарные облака, на море, которое вот блестит заманчиво и манит меня окунуться. А мы с вами идем к чаше любви. Это наши крымские степные красоты, хотя, конечно, Тархан-Кут степью назвать язык не поворачивается. Это совершенно особенное место. Вот бабочки летают. Последние дни октября, все, у нас уже в понедельник будет ноябрь, понедельник, да, или во вторник, ноябрь месяц, уже погода, скорее всего, испортится. Сейчас солнце то выходит, то заходит, видите, то тучи есть, то их нет. А мы с вами идем по вот такой вот грунтовой дороге к чаше любви. И сейчас должен открыться совершенно необычайный вид. Давайте еще немножко пройдем. Здесь вот все, побережье вот такое, камни, трава прекрасная, особенно весной здесь, знаете, очень, очень красиво. Да и сейчас осенью неплохо. Иногда встречаются небольшие стада лошадей, не знаю, дикие, это не дикие, скорее всего, ну вряд ли они дикие. Итак, вот у нас солнце зашло и опять сразу вышло. Мы подходим с вами, я не знаю, есть люди, вряд ли, наверное, у кого еще хватит ума, в середине осени, уже во второй половине, вот она, чаша любви. Смотрите, какая красота. Смотрите, друзья, вам, я думаю, что это видео должно, сегодняшнее наше, это уже второй по счету обзор. Второй обзор итоговый за неделю. У нас много разных локаций.
Посмотрите, какой прекрасный берег. Там солнце, сейчас мы его ждем. Итак, 3, 2, 1. Солнце, выходи. Опа! Все сразу преображается вот буквально на ваших глазах. Итак, наша задача с вами вместе сейчас спуститься вниз в чашу любви. И если, да, в принципе, чего если? Я хочу окунуться в море, потому что в море 18 градусов. 18. Через пару дней уже будет 17. Уже, наверное, с понедельника, со вторника. Но пока 18, нужно этим шансом воспользоваться. А вы как считаете? Все, идемте. Идемте. Сейчас я вам покажу, где тут можно спуститься. Кто-то здесь, возможно, впервые со мной. А если не впервые, то пишите, были ли вы здесь. Вот есть такие ступенечки. Ну, типа ступенечки. Сейчас мы с вами вот по ним спускаться будем. Оп, вы их узнаете по небольшому такому бетону. Вот туда вниз мы идем. У меня тут камера крутится, вертится. Перекати поле. Идемте. Смотрите, какие здесь породы. Разные всякие крымские растения растут. Видите? Вот такая скальная порода. И весь Тарханкут практически из нее состоит. Это мягкая порода. Вот она очень мягкая, даже можно, в принципе, откусить, если вы голодны. Но я вам не советую это делать. Срезы, посмотрите, как красиво. Как красиво. Маленькая панорама. Там у нас есть такой грот. Там храм-маяк Атлеш. Ну, в общем, так, давайте левее, потому что, чтобы не сбиться с пути. Я больше всего рад тому, что здесь сегодня нет людей. Иногда бывают рыбаки сидят, иногда бывают туристы приезжают на автомобилях окунуться. Ну, это обычно в выходные, а в будний день никого. Итак, смотрите, здесь нужно искать маршрут. Так, сяк, проходим. Больше всего мне нравится то, что сегодня солнце. Яркое солнце. Я, как вам говорил, в такую погоду надо стараться купаться в море круглый год. Вот она, наша чаша любви. Идемте дальше. Смотрите, какие острые камни. Вот так это вот все выглядит. Необычно, да? Прям как будто другая планета. Но мы на нашей планете, на Земле. И, кроме всего прочего, мы в Крыму. В Западном Крыму. Здесь есть такие, как это правильно сказать-то, ну, не ямки, ложбинки, ванны, да, вот, наверное, правильное слово, ванны есть где. Когда шторм, вот вода доходит прямо сюда, иногда даже крабики и рыбы здесь оказываются. Вот, видите, тут вот вода тоже. И, кстати, вот в этом месте летом стоят, причаливают катера, и туристов катают. Я думаю, что сейчас мы подойдем, вы это увидите поближе. Вообще место замечательное. Чаша любви — это одно из таких любимейших туристических мест многих россиян, да и не только россиян. Я как-то сюда приехал, и здесь были немцы, это уже после 2014 года, и немцы, и какие-то испанцы, и кого тут только не было. Вот она, друзья, чаша любви. Давайте я пройду, покажу вам с разных ракурсов ее, а то мы стоим против солнца и не очень хорошо видно. Так, вот какая вода чистая, вообще супер. Мы сейчас потрогаем воду, и потом я окунусь. Чаша любви. Если мне не изменяет память, 12 метров глубина, и там на этой глубине белый камень в виде сердца есть. Можно прыгать вот с этого камня. Вот он стоит такой, на лягушку похож. А можно прыгать вот с этой высоты.
И отсюда обычно прыгают все влюбленные. Самое интересное, вот смотрите, вам панорамка небольшая. Там вот есть грот, есть такая арка в скале. Вот здесь снизу есть соединение вот этого пространства с большим морем, с открытым. Там есть такая дырочка, как бы такой гротик, под которым можно проплывать. Но это достаточно рискованное мероприятие. Например, если волна, этого делать не рекомендуется. Или если, например, вы не уверены в том, что вы можете нормально нырять, плавать, подныривать, если вам хватит дыхания. То есть тут нужна некоторая сноровка и опыт. Без опыта этого делать не стоит. Ну, вообще, в принципе, как вам ощущение? Конец октября, Крым, чаша любви, прекрасные места. И именно сейчас я попробую окунуться. Но сначала мы потрогаем воду. Смотрите, какая прозрачная вода. Идеальная, просто кристальная. Кристальная прозрачная вода. Вот здесь водоросли. И вот там вот есть такое окошечко в водорослях маленькое. И там сидит бычок. Или бычок, или скорпена. Отсюда плохо видно. Здесь вообще, конечно, с маской понырять летом идеально. Если нет катеров, лодок. Здесь просто дно, которое вам доставит массу впечатлений. Вот такие вот красоты, шикарная погода, я прям безмерно рад. Тут, кстати, я вам еще забыл показать, ну, кто не знает, кто знает, то вы все прекрасно сами знаете. Здесь есть еще один небольшой такой грот, или как это называется, смотрите, какая красота. Скалы, здесь можно проплыть вот под всем этим камнем большим. Поверху можно пройти туда, а снизу проплыть. Водичка очень чистая. Итак, идемте, смотрим температуру воды. Так, чисто на глаз. В погоде показывает, что температура воды 18. Ну, я вам сейчас скажу точно, есть ли там 18 или нет. Вода просто кристальная. Да, вполне. Вода тепленькая на ощущение. На улице сейчас 18-19. И вода в чаше любви тоже 18 градусов. Это по моим ощущениям. Значит, погода, в принципе, нас не обманывает. Все, я раздеваюсь и иду плавать в чаше любви в конце октября. Пожелайте мне удачи. Водичка просто класс, просто супер. Я накупался с удовольствием. Все, выхожу. Это невероятно. А мы с вами отправляемся дальше. Друзья, а у нас сегодня непогода. В середине недели Крым накрыл сильный ветер, дождь. Вот по прогнозу Яндекса дождь есть, но на самом деле его нет. Над нами гигантская туча, но капли не падают. Видите, какой камыш? Камыш шумит. И мы с вами находимся возле строящейся самой, ну, возможно, самой большой в будущем набережной Крыма. Давайте пройдем посмотрим. Я думаю, что вы уже угадали, где мы находимся. Но сначала я хочу вам показать наши крымские осенние уникальные растения. Смотрите, и желтенькие, и бордовые, и зеленые. Вообще, честно говоря, вот не знаю, как называется. Если знаете, подскажите. Вот такая красота. Цвета совершенно разные. Вот там розовое озеро. Сразу вам хочу сказать, там у нас набережная САК, та, которая на озере. А здесь строится, почти уже построена набережная. Давайте пройдем, посмотрим. Набережная, Сакская набережная, морская. Я сначала подумал, что это стена такая, типа какой-нибудь габион, но это просто оказалось навалено много щебня, крупного щебня. И, честно говоря, даже для меня интрига, что же там за щебнем. Давайте поднимемся, потому что уже установлены мачты освещения будущие. Мне интересно, в каком виде все там сегодня, как это все выглядит. Давайте, вот щебень крупный.
Тут проходы уже народ для себя сформировал. Начинается дождик. О, тротуарная дорожка. Ничего себе. Ничего себе. Я так понимаю, это велодорожка. Вот это будет, наверное. Здесь уже полноценная набережная. Плитка уложена. Вот это да. Вот это мы с вами пришли. Я, честно говоря, не ожидал здесь увидеть такую картину, такие изменения. Предлагаю вам немножко прогуляться. Вот начинается сильный дождь. У нас штормит. Подойдем к морю. Возможно, вы одними из первых побываете со мной на этой набережной. Идемте, смотрим. Значит, смотрите. Вот ровно там, вдалеке, у нас набережная Сакская. Вон, видите, ТЭС стоит. Набережная Сакская на озере. Вот там у нас Новофедоровка. А здесь уже полноценная набережная. Вот, мне кажется, еще, может быть, чуть-чуть ее запустят. Были идеи для того, чтобы Новофедоровку оттуда соединить с этой набережной соединить дальше и продлить полностью набережную до Евпатории. Сейчас, конечно, не видно, у нас сейчас шторм. Здесь, кстати, вот помойка страшная, мусора много. Посмотрите, какие волны. В общем, соединить эту набережную и сделать ее единой, она была бы тогда, наверное, километров 40. А вообще, теоретически, ее можно соединить аж до Южной косы. Мы с вами в прошлом видео на Южной косе были. Там, конечно, пляжи супер фантастические. Здесь тоже пляжи очень хорошие, но, к сожалению, их пока никто не убирает. Видите, мусора, количество огромное. Очень все это некрасиво выглядит. Но в любом случае, меня удивила эта набережная. Я думал, тут еще бетон. А здесь уже практически, смотрите, уложена плитка. Достаточно ровно. На самом деле, иногда бывает, делают, знаете как, тяп-ляп и сразу где-нибудь проседает. Здесь плитка ровно. Вот мачты. И предлагаю вам спуститься по одному из спусков. Очень сильный ветер задувает. Я надеюсь, со звуком у нас будет все нормально. По одному из спусков спускаемся к морю. И посмотрим, что же здесь. Какая береговая линия. Вообще, было очень много нареканий на тот счет, что сильно подвинули эту бетонную набережную к морю. Можно было отступить еще метров 40-50. Из-за этого было много споров. Местные жители недоумевали, я, в принципе, к ним присоединяюсь. Мне тоже непонятно, зачем было съедать такое количество песка. Можно было это все сдвинуть. Но сделали, как сделали. Я так понимаю, ничего ломать не будут уже. А мы с вами идем к морю. Смотрите, как накатывает волна. Вот вам крымская непогода. Начинающийся дождь. Вот такая вот у нас в Крыму красота. Бушуют волны, и шторм только разгоняется. Хотя уже через пару дней обещали солнечно и 18 градусов, но пока вот так. Вот такие виды на набережной. Пляж здесь галька мелкая. Давайте я вам покажу. Вот такая галечка. Мелкая, как на Евпаторийском, точнее на Симферопольском шоссе возле Евпатории. Вот тут у нас бушуют волны. Море такое в Новофедоровке, когда шторм, всегда такого цвета, знаете, мутного. И многие говорят, накатывает волна. И многие считают, что это море грязное. Нет, просто здесь дальше высокий берег. И с гор, там, с некоторых высот, скажем, с возвышенностей в море втекают реки. Та же самая Альма. И реки несут с собой определенное количество ила. Этот ил ложится на дне моря, и потом, когда шторм, он поднимается. Вот такая особенность здесь этих берегов, этих мест. Кстати, точно так же в Сочи, в Геленджике. Приблизительно по такому же принципу, там, когда шторма, там тоже поднимается ил со дна. Давайте вернемся на набережную. Мне кажется, это очень интересно. Мы с вами сегодня, так сказать, одними из первых побывали
на этой локации. К сожалению, у нас коптером снимать сейчас запрещено. Я закон не нарушаю и вам не советую, потому что у нас идет спецоперация, не нужно помогать врагам получать лишнюю информацию дополнительно. Итак, поднимаемся, смотрите, как это все выглядит. Большая береговая линия, море, небо, а здесь ступенечки. И набережная идет практически до Новофедоровки. Вот в самый конец. Там видно колесо обозрения. Вот такие вот дела, друзья. А теперь у меня для вас еще пару кадров хороших, с хорошими новостями. Дорогу от этого места, от набережной мимо санатория Полтава сделали. Поехали посмотрим. Мы с вами переместились в окрестности Новоозерного, Мирного. Смотрите, за моей спиной ветряки. При Украине это была экспериментальная такая штука, зеленая энергия. Но, в принципе, сейчас по Европе мы с вами видим, что зеленая энергия на самом деле очень дорогая. И никого она не спасет при малейшем энергетическом кризисе. Посмотрите, как у нас меняется погода. В течение недели просто то дождь, то снег еще пока рано говорить, но то дождь, то ветра, то шторма, то вот такая замечательная погода, 20 градусов тепла. Невероятно красивые облака. Вот такой он Крым, совершенно разный, разнообразный. И даже в конце октября по-настоящему, по-летнему теплый. Александр, добрый день. Вот сегодня заехал на ветряки, и я знаю, что вы очень давно там работаете. Расскажите вообще про ветроэнергетику. Вы в Крыму, я так понимаю, в этой теме с самого начала. Да, совершенно верно. Я работаю на ветровой электростанции с 1998 года, поэтому знаю об этом достаточно много. Ветроэнергетика всегда была перспективным направлением для Крыма с учетом его розы ветров. За все эти годы на территории Крыма построено было 6 ветровых электростанций. А вы как раз работаете вот на этой, на Мирнинской, как она сейчас по-другому называется, да? Сейчас она называется Сакско-Донузлавская ветровая электростанция. В хорошие годы, получается, на пике развития, я так понимаю, что она вносила свой вклад вообще в энергетику Крыма. Да, проектная мощность нашей электростанции была 19,5 мегаватт. При данных метеоусловиях, когда шел хороший ветер, мы эту мощность выдавали. А сегодня, вот сейчас по всем мире энергетический кризис. Европа уже отменила всю зеленую энергетику, солнечную, ветра. Вы как считаете, вот на сегодняшний день в Крыму, насколько это актуально, развитие ветроэнергетики или использование ветроэнергетики? Исходя из того, что данные ветровые электростанции уже построены при достаточно грамотном подходе, техническом обслуживании данных электростанций, они вполне рентабельны. Там же нет аккумуляторов никаких, да? Потому что это аккумуляторы проблема, а их надо менять постоянно. Нет, мы генерируем электроэнергию непосредственно в сеть. А сегодня ветроэнергетика в Крыму это что? Ну, в первую очередь, это рабочие места. Эти ветровые электростанции создавались в депрессивных регионах Крыма, где не было никаких предприятий, и данные ветровые электростанции обеспечили работой очень многие семьи людям. После 2014 года все ветровые электростанции были объединены в единое государственное предприятие «Крымские генерирующие системы». И с июля 2018 года, могу немного ошибаться, мы были переданы на баланс ГУП РК «Крымэнерго». Ветра очень сильные. Я надеюсь, что эти ветра будут дуть не только в лопасти, но и в паруса, вот именно ветроэнергетики крымской. Я желаю вам удачи, давайте периодически встречаться и буду наблюдать за вашим развитием. Да, спасибо вам, мы очень на это рассчитываем.
Друзья, мы с вами в Саках на набережной. Я очень ждал того момента, когда начнется дождь, и объясню почему. Много нареканий от зрителей канала, от крымчан о том, что набережная, которую построили за много миллионов, миллиардов, начала разваливаться. И когда, как не во время дождя, сюда приехать, чтобы посмотреть, что действительно происходит с покрытием, с плиткой. Начинаем мы наше видео, проход от мокрого фонтана или сухого, я не знаю, но сейчас он точно мокрый. И идем дальше, посмотрим на все нюансы. Думаю, вам будет интересно. И, кстати, напишите, как вообще вам мой формат новый. Мне он, честно говоря, очень нравится, потому что больше возможностей появилось показывать вам разные интересные штуки. Надеюсь, он нравится и вам. Здесь такие странные стоят лавочки. Я вот все пытаюсь понять, на что это похоже. На пальцы, может быть, на мороженое, может быть, на позвоночник. Вот наш мокрый фонтан. Здесь, возле забора, написано «Я люблю саки». Я тоже очень люблю саки. А вы любите саки? Смотрите, лавандовое поле чудесное. Я, кстати, тоже люблю лаванду, очень люблю лаванду. И вам покажу, вот, смотрите, я в этом году свою лаванду черенковал. И надеюсь, у меня следующей весной будет много кустиков. Я их высажу. Хочу тоже такое маленькое лавандовое поле. Идемте дальше. Погодка шепчет, конечно. Погодка у нас сегодня прям дождливая. Самый раз проинспектировать Сакскую набережную, которая на озере. Видите, как все мрачненько. Уж извините меня за картинку. Немножечко будет каплями иногда, наверное, дождик заливать. Надо придумать какой-нибудь козырек. Моя старая камера, ей уже 1000 лет. У меня, кто-то спрашивал, какая у меня камера. У меня GoPro Hero 4. Ну, не в смысле 4 Hero, а Hero 4. Такое название. Hero — это герой по-английски. Камера не нашинская. Канал на YouTube, который тоже не нашинский. И у меня вот уже много раз спрашивали, почему написано США. Ну, просто потому, что многие так пишут. У нас санкции. Все запрещено, перезапрещено. Разные VPN, фаерволы, чего только нет. Так, вот еще одно прекрасное место. И вот мы с вами подошли, видите, здесь, видимо, упал, ну, может быть, беспилотник, а может быть, метеорит. Пока лужа не собралась, ну, вот место падения неопознанного объекта. Идемте дальше. Вот одна плиточка упала. Возможно, это как в фильмах Джеймса Бонда. Секретная кнопка, которая открывает портал в иное измерение, в будущее Крыма. Но не факт. Это надо проверять. Так. Ой, если бы вы знали, как сейчас пахнет йодом с моря. Сегодня прям с утра пахнет такой, знаете, морской запах обалденный. Здесь что-то вьющееся. Вот интересно, что это за растение. Листики, как у акации. Не знаете, что это такое? Красотища. Идемте дальше. Пока мест падения метеоритов мы увидели всего лишь 1,5. А вот открывается перед нами вид на дождливую, да, вот акация, видите, какая красотка. Вид на дождливую набережную. Пройдемте, посмотрим. Потому что что-то все ругаются, говорят, столько денег потратили и сделали какую-то фигню. В целом, на самом деле, это лучше, чем то, что было. Здесь вообще ничего не было. Двигаемся дальше. Спорт, любовь. Здесь замечательный стадион есть. Кстати, в целом, в принципе, достаточно симпатично сделали. Людей, конечно, в дождь мало. Я думаю, таких, как я, сумасшедших нет гулять под дождем в Крыму в будний день. Но наш с вами формат подразумевает, что мы наблюдаем за жизнью Крыма в разных ситуациях. И в хорошую погоду, и в плохую, и в снег, и в дождь, и в слякоть, и в гололед. Одинокая елочка стоит. Вот такая вот погодка. Пока все нормально. Особо глобальных проблем я, кроме вот той ямы, не вижу. Немножко, вот, видите, вот, видно вам, не видно? Немножко вот идешь, тут на камере, конечно, это все не передать. Кое-где покрытие проседает. Это факт. Это неоспоримый факт. Здесь, конечно же, не поспоришь. Туйки маленькие растут. Вот у нас такая погода сегодня. Обещали, что дождь скоро кончится. Вот, но может быть он и не кончится. Не знаю. А вот там вдали, вам видно, розовое озеро. Оно такое розовое, даже без солнца.
Прям бомба. Вот идет дорога по дамбе, и эта дорога связывает набережную Сакскую на озере, вот где мы сейчас с вами находимся, и связывает морскую набережную, которая должна уже скоро открыться, ну не знаю. Итак, идемте посмотрим, вот сюда предлагаю вам зайти, там наверху вроде все нормально. Так, лавочки, щебень. Вот единственное, мне непонятно, неужели вот в проекте было так задумано, что вот эта набережная останется вот с таким голым бетоном. Но это же банально не очень красиво. Голый бетон, как-то это все. Может быть, ее еще будут доделывать. Ну, ладно, где-то сейчас, видимо, модно. Это есть такое, я знаю, бетон, столешницы из бетона. В кухнях используют, но вряд ли эта мода включает в себя открытую гидроизоляцию вот такую. Видите, здесь прям куски. Вот, прям гидроизоляция. Видно, что по низу сделано, и то там больше, тут меньше. И все, и больше ничего. Вряд ли это дизайн. Мне кажется, просто чего-то не доделали. Так, вот у нас такой прогиб. Плитка проседает. Я, когда первый раз снимал, не первый, а второй или, наверное, третий, вот тот кусочек улицы, по-моему, Курортная, там прям лужи стояли глубокие. После дождя, после зимы. Ну, посмотрим, как эта зима еще пройдет. И как она скажется на покрытии. Мне кажется, что, конечно, не везде, наверное, качественно делают. По какой причине, сказать сложно. Ну, я думаю, что вы все прекрасно знаете, как у нас разыгрываются тендеры, как происходит дальнейшее взаимодействие и все прочее. Это не секрет. И наверняка в разных регионах такие же примеры имеют место быть. Так, вот, смотрите, тоже поплыло слегка. Но пока не критично. Вот видите, проседание плитки. Ой, там он, кстати, закрыто вообще. Какой-то подиум, его раньше не было, металлический. Да, плитка гуляет волнами. Не скажу, что это прям дико критичные какие-то ямы, провалы. Но, конечно, оно выглядит так себе. Так, что это у нас? Фонтан, и такое ощущение, что он в какой-то соли. Как будто сюда соленую воду заливали, смотрите. Идемте дальше. Шикарно. Хризантемы. Хризантемы. Кстати, скоро бал хризантем будет в ботаническом саду. И нам с вами обязательно нужно туда съездить, посмотреть. Так, смотрите, ну вроде тут все нормально. Мы почти уже всю набережную прошли, ну половину, наверное. Вот даже в дождь работают люди. Тачки, тележки возят, что-то делают. Смотрите, как красиво. Потихоньку благоустраивается. Вот. Давайте подойдем, посмотрим на хризантемы. Потихоньку обживается. На самом деле, мне нравится. Здесь особый стиль. Если бы этот бетон еще закрыли и сделали бы спуск к воде, смотрите, как красиво. Хризантемы в Крыму смотрятся. Вот. Вот. Шикарно. Даже без солнца, даже в плохую погоду выглядит отлично. Саки. Такие маленькие. О. Как вам? Напишите в комментариях, если у вас частный дом, хризантемы на участке, и вообще любите ли вы эти цветы. Очень интересно будет. Глобально серьезные проблемы я не вижу. Есть кое-где, да, может быть, не совсем идеально все сделано. Так как это писали в интернете, что просто ужас, все развалилось. Ну, не знаю, я не могу сказать, что все развалилось. Конечно, есть места прям неприятные, но в целом это лучше, чем то, что было. Насчет качества этого благоустройства не мне судить. Есть специалисты, пусть они работают, пусть они оценивают, выписывают все, как там это правильно называется, рекламации, разные там жалобы. Но в целом, конечно, да, я соглашусь с тем, что покрытие гуляет волнами, но мы с вами видели буквально таких провалов несколько штук. Может быть, уже сделали, потому что эти жалобы были вот пару недель назад. Судя по тому, что даже в непогоду здесь ходят люди и занимаются благоустройством, там цветочки сажают, что-то подкапывают.
убирают. Это уже, конечно, для Крыма большое достижение, друзья. Вот у нас флаги России, флаги Крыма и бетонный амфитеатр с экраном. Здесь, наверное, происходят концерты разные. Ну, согласитесь, друзья, все равно Крым меняется и очень сильно. И это, конечно, радует, несмотря на определенного рода недоделки. Давайте спустимся вниз, посмотрим на озеро. Идемте. У нас прям практически прямой эфир с вами. Практически стрим. В прошлый раз было интересно, когда многие написали, что это стрим. Это была такая как бы презентация. Есть такой формат на YouTube. Так, вот лавочки. Тут прям все аскетично. Бетон и бетон. Даже без стекла. Ну, нет, видите, все-таки тут запланированы какие-то окна. Какая-то крыша, видимо, будут внутри помещения. Скорее всего, это недостроено, недоделано. Так, идемте еще. Тут лабиринты. Лабиринты. Мы с вами гуляем в непогоду. А здесь как раз, правда, выхода нет. Можно смотреть только из-за парапета. Здесь набережная Соленого озера. Интересно, есть ли дальше выход где-то? Судя по всему, нет. Огромные стены. Раньше люди приезжали здесь, ноги мочили, ходили, даже вот колясочники. А сейчас, ну, я, по крайней мере, вот сколько прошел, не увидел подхода к воде. Вот такая вот набережная. Давайте поднимемся уже наверх из этих дебрей. Эх аж. Ну, местами, конечно, выглядит колхозно, если честно. Вот эти вот круглые шарики, это какая-то странная, тем более желтого цвета. Такого неожиданного. Вот детская площадка. Паутины. Веревочный такой городок. Видите? Ну, я думаю, все-таки бетон этот временно в таком виде. Так, вот вам еще в копилку критиков. Видите? Все пошло в кривь кось. Плитка к краю поднимается вверх. Может быть, это будущий бассейн. Ну, не очень. Конечно, все ровно. Это еще прошло, сколько у нас, 2 года, да? Прошло совсем немного времени. Возможно, в будущем всю эту плитку еще вывернет в большей степени. А вот бетон, смотрите, как он треснул. Странно. Очень странно треснул бетон. Такое ощущение, что он внутриполый. Может такое быть? Такое бетонное папье-маше. Так, желтые сферы. Пролетаем их. 1, 2, 3 икса написано на сфере. О, желтые кончились, начались белые. То есть ближе к тротуару белые. Смотрите, белые, желтые, белые, желтые. Скорее всего, это мягкий свет, а это белый свет, жесткий такой, холодный. Холодный и теплый. Потому что не все любят холодный свет. И, видимо, дизайнеры постарались, вот сделали, чтобы каждый нашел на этой набережной освещение по вкусу. Если вы приустали, вы можете вечером склонить голову к белому фонарю, а можете обнять теплый, желтый такой. Наверняка еще древних закарпатских времен. Ну, как-то так. Кстати, фонарики не очень чистые. Ну, друзья, хватит с нас непогоды. Отправляемся в солнечный Крым. Мы с вами переместились в одно место. Есть такое место в Крыму прекрасное. Называется Джангуль. Это Тарханкутский заповедник. Ну или его часть. Там, в общем, все очень сложно и непонятно. Но сейчас я вам покажу, насколько это красивое место. И вот, по моему мнению, это одно из самых красивых мест в Крыму. Побережье тут совершенно необычное. Внизу идет тропа. И вдоль всего побережья идет тропа здоровья. Посмотрите, как здесь вот необычно все выглядит. Вроде Тарханкут. Это западное побережье Крыма. Сегодня, конечно, уже прохладнее гораздо, чем вот мы с вами до этого бывали в других местах. Но
Но это нам не мешает путешествовать по Крыму и получать огромное удовольствие. Смотрите, какое небо. Солнце у нас низкое. День все короче и короче. Вот такая вот тропинка ведет нас к морю. Вокруг множество разных растений. Прям по дороге цветочки типа эдельвейсов цветут, такие, знаете, фиолетовые. Множество тропинок. И вот по сути вдоль всего побережья идет вот эта замечательная тропинка. Она называется тропа здоровья. Здесь весной, ну, вряд ли здесь бывает такая погода, что нет ветра. Кстати, вот, смотрите, цветочек какой. Всегда дуют ветра. И нет, может быть, утром на рассвете. Давайте свернем, посмотрим. Множество тропинок. Совершенно они непредсказуемо нас с вами выводят. Видите, так, сяк. Вот, и мы подходим все ближе и ближе к красотам. Вот сейчас солнце выйдет и все преобразится. Видите, пока так мрачненько, но вот там вдалеке солнышко. И совершенно другая картина. А кто-нибудь из вас был на Джангуле? Расскажите в комментариях, напишите, как ваши впечатления. Здесь места на самом деле необычные совершенно. И мало кто знает про них. Мало кто про них знает. Они достаточно дикие. Здесь не для отдыха с палаткой. Вот порода. Мягкая такая порода. К краю прям подходить мы не будем. Белые скалы. Смотрите, как это все выглядит. В Крыму такого больше нет нигде. Есть разные побережья. И Азовское море, и наш Тарханкут, тот же самый, вот Оленевка, Атлиш. Но здесь совершенно иначе. Здесь все по-другому. Смотрите как. Сейчас солнце выйдет, и вы увидите, что я вам пытаюсь рассказать, показать. Так, здесь нужно быть очень аккуратным. Все очень сыпется сильно. Чтобы мы с вами не свалились туда вниз вместе с грунтом. Смотрите, как бушуют волны. Ждем солнца. Сейчас его выход. Наше солнышко выходит. Смотрите. Смотрите, готовы? Опа! Как все резко преображается. Давай, солнце, свети сильнее. Ну, оно не очень сильно вышло. Смотрите, какая красота. Сейчас я просто хочу вам поближе показать. Совершенно необычные такие. В Крыму больше нет таких мест. Просто нет. Видите? Вот мы с вами стоим, а там внизу бушует море. А за мной вот такие вот, как это назвать, я не знаю, зубья, камни прекрасные. Я, кстати, вот в тон к ним случайно совершенно оделся. Видите, на какой высоте. В общем, здесь невероятно. Как вот что у меня внутри, вы даже не можете представить. Эмоции через край. Здесь вот причудливые, видите, как будто две целующиеся головы. Вот, видно вам? Так, я аккуратно. Потом вот дальше, давайте пройдем, посмотрим вниз. Это вообще каждый метр своя красота открывается. Смотрите, какое побережье. Здесь головы, здесь обвал. Сильный тоже, скалы обнимаются, целуются. Просто невероятное место. Чайки кричат. Вот солнышко вышло. Я хочу вам показать, как оно ярко светится все. Просто фантастика. Идемте, пройдем немножко, посмотрим, прикоснемся к этой невероятной крымской красоте. Да, не зря это место называется тропа здоровья. Здесь все такое зеленое, интересное. Множество растений, камни различные, разнообразные. Живности, правда, маловато. Ну, может быть, сезон такой. Вся живность сидит перед телевизором, смотрит передачи развлекательные. Вот очень красивое место. Давайте подойдем поближе и посмотрим с вами. Класс. Вообще фантастика. Оттуда сверху тоже идет тропинка. Тропинок очень много. Они видны и в принципе здесь не заблудитесь. Единственный момент, друзья, здесь не работает интернет. Поэтому
заранее скачивайте карту, заранее ставьте какие-то ориентиры для себя. Ну, в общем, надо готовиться. Возьмите с собой водички, возьмите с собой плавки, перейдите искупаться, потому что здесь, конечно же, хочется окунуться и искупаться, но сегодня я это делать не буду, потому что сильный ветер. В межсезонье я в ветра, в шторма стараюсь не купаться, и вам не рекомендую. Что для меня удивительно, просто невероятно. Смотрите, море буквально 10 метров от нас. Здесь все зеленое, как будто мы в средней полосе России. Я не знаю, это вот, что это, малина, клубника или это крапива. Ну, растения для меня не все знакомые, но зелень, зелень, просто зелень. Какой-то лопух растет, что-то еще. Вот подорожник это вроде, да? И давайте вот раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. Вот, я иду просто по густой траве, как будто в Подмосковье. Раз, подхожу и море. Вот так граничит зелень и море. Представляете? Уникальнейшее место. Теперь, друзья, вы готовы? Вы готовы? Кстати, интересные штуки. Смотрите. Что это такое? Что это такое? На побережье такие колодцы древние. Значит, не все так просто, как может показаться. Смотрите. Метров, наверное, 5. 4-5 метров в глубину колодец. Очень странно. Я не в курсе, кстати. Надо обязательно изучить эти места получше. Теперь все. Смотрите и получайте невероятнейшее удовольствие. Такого вы в Крыму больше нигде не увидите. Вообще нигде. Класс. Посмотрите на эти камни. Белые камни. Ой, я сползаю. Посмотрите, какая красота. И это только малая часть Джангульского заповедника. Урочище Джангуль. Здесь на каждом шагу нас с вами ждет новое открытие. Посмотрите, какое необычное место. Просто супер. Вид сверху, смотрите, как она стоит. Вот тут такой гребень. И маленькая скала стоит прям в воде. Супер. За каждым поворотиком, за каждым таким вот выступом в море скрывается новая красота, новые виды. Вот опять выходит солнце, и опять перед нами открываются красоты. Здесь такие камни, валуны, там величественная стена, высотой, наверное, метров 30, возвышает и закрывает. Вот, казалось бы, да, Западный Крым — это просто степь. Ничего подобного. Здесь такие высоты над морем встречаются, что бывает, сам удивляешься. Даже вот та же самая Евпатория. Едешь, смотришь, вроде как бы все ровно в голове кажется, да? А на самом деле перепады высоты там есть. Иногда бывают даже очень значительные. Так, а мы с вами поднимаемся. Идем по тропе здоровья. Насколько здоровья хватит по такому ветру ходить? Ну, я думаю, хватит. И выходим на очередной рубеж. Здесь, кстати, очень много дельфинов. На сегодня я пока не видел ни одного. Идемте, идемте. Идемте, идемте. Я уже вижу красивую бухту. Так. О, красотища. Бухточка. Аккуратная, красивая бухточка. Тропа петляет то вверх, то вниз. Поднимаемся немножко выше. И видите, тоже здесь красоты. Какие бухта. Стоят эти столбы вертикальные, меловые. И внизу бушует, ну так, средняя волна, не сильная сегодня. Внизу бушует море. Вот вам красивый кадр. А вот смотрите, красный что-то растет, красненькие листья. Вот такие же, как здесь, видите, красные. Но оно в форме морской звезды. Вот прям вот там. С той стороны мы вряд ли увидим. А пока пробираемся с вами сквозь вот такую чащу. Представьте, возле моря вот такая красота. Разнообразие растений невероятное, какие хотите. И желтые, красные, оранжевые. И мы сквозь вот эту чащу пробираемся. Идемте.
по прекрасной тропе здоровья. Я так думаю, что сейчас эта тропа нас выведет прямо на пляж. Из белых скал ныряем с вами в лес. Смотрите, как тут. Надо просто, я пригнулся, чтобы пройти. Вот тут сверху все заросло. И выходим опять. Честно говоря, я такого в Крыму не видел нигде. Просто впечатления и эмоции перехлестывают. И вот здесь тут же сразу рядом пляж. Идем аккуратно, наслаждаемся красотой, вдыхаем крымский морской воздух, джангульский. Это место по праву считается заповедником, потому что такой красоты на самом деле, вот чтобы все было вместе, я больше нигде не видел. Здесь невероятно классно. Мы с вами прошли вот оттуда сверху, потом по низу. Вот тропинка идет, идет, идет. И выходим на очередной рубеж. Смотрите. Ух. Чем дальше, тем интереснее. Просто супер места. Ну что, друзья, вам понравился Джангуль? Напишите в комментариях ваши впечатления. Я надеюсь, вам мое видео понравилось. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим роликом с друзьями. До скорых встреч в новых видео и стримах. Ваш Капитан Крым. Всем пока!